Буду ли я чудаком, если откажусь воспитывать детей от измены моего мужа после того, как он и женщина, с которой он мне изменял, погибли? Извините, что использую новый аккаунт. Я знаю, как это выглядит подозрительно, но я не хочу рисковать своим основным аккаунтом на Reddit. Мне 45 лет. Моему мужу было 49. Мы были женаты 23 года. С 2020 года у него был роман с девушкой около 20 лет. Я узнала об этом только в этом году, когда его любовница родила в марте близнецов, 2 мальчиков. Разумеется, мы собирались разводиться. Мы долго разбирались с разделом имущества, так как у нас была совместная собственность, а также понадобился бухгалтер, потому что он тратил деньги с общего счета на свой роман. Наконец-то дело дошло практически к концу, когда и мой муж, и женщина, с которой он мне изменял, погибли в автокатастрофе. По какому-то чуду близнецы вообще не пострадали. Теперь они оба сироты. И ни одни из бабушек и дедушек не могут их взять к себе на постоянной основе. Родители моего мужа живут в доме с уходом. У него нет ни братьев, ни сестер. А единственная тетя, которая могла бы их взять, отказалась. Она всю жизнь была бездетной child-free. Со стороны женщины ситуация похожая. Ее родители не могут заботиться о детях долгосрочно, а единственная сестра живет вообще за границей. Поскольку мы все еще были женаты и муж не обновил завещание, все его активы переходят ко мне и нашим 2 дочерям. Я не настолько бессердечна, чтобы оставить этих младенцев ни с чем, поэтому согласилась передать оставшиеся деньги с общего счета их законному опекуну. Это около $25 000. Проблема в том, что никто не хочет брать их к себе. Теперь мои свекры давят на меня, чтобы я взяла детей и вырастила их. Но я этого не хочу совсем. Я не могу их полюбить. И я не хочу стать для них той самой злой мачехой из сказок. Я знаю, что буду испытывать к ним скрытую обиду и отвращение, и, вероятно, буду отдавать предпочтение только своим детям. Это не их вина, но я действительно любила своего мужа и думала, что мы были счастливы до того, как узнала о его измене. У нас 2 дочки, 14 и 16 лет. У нас, как и у всех, были разногласия, но до этого он никогда меня не оскорблял даже. После разоблачения романа он начал обвинять меня, называть меня ужасными матерными словами, стал агрессивным и даже пытался выгнать меня из дома. Моего дома детства, который, к слову, не является даже совместной собственностью. Сейчас я одна воспитываю 2 подростков. У меня просто нет ни сил, ни ресурсов снова растить младенцев. Мои дочери ненавидят своих сводных братьев. Я пыталась наладить их общение с отцом во время развода, но они наотрез отказались с ним общаться. Поскольку правда вскрылась именно из-за появления этих детей, скрыть ситуацию было просто невозможно. Девочки уже достаточно взрослые, чтобы все понимать. Большинство моих друзей считают, что забота о детях от измены – это вообще не моя ответственность. Но мои свекры, а также родители любовницы и даже моя собственная мать считают, что я должна их взять и вырастить. Я понимаю, что у моей мамы просто бабушкина лихорадка, но отсутствие поддержки все равно меня ранит. Я должна принять решение до конца следующей недели, иначе мальчиков отправят в приемную систему. Сейчас они временно находятся у бабушки и у дедушки со стороны их матери. Мне ужасно тяжело, но я точно знаю, что я не могу их взять к себе. Буду ли я чудаком, если я откажусь? Небольшое обновление. После долгих размышлений, консультаций с адвокатом, чтения ваших ответов и собственного анализа я решила поговорить с бабушками и дедушками и все-таки официально отказаться от опеки над мальчиками. Я сообщу им контакты людей, которые здесь на Reddit предложили варианты частного усыновления или приемной семьи. Мои дочери – это мой приоритет. Решение о будущем близнецов будут принимать их родственники или государство. Я также обсужу с юристами вопрос возможного наследства для мальчиков. Если у них есть законное право, я выделю его и передам дело адвокатам. Если нет, я все равно как-нибудь постараюсь сохранить те 25 000, как и планировала, но не более того. Я не обязана ни морально, ни юридически делать больше, чем требует закон. Я не могу спасти всех. Второе обновление. Вчера я встретилась с бабушками и дедушками близнецов
и снова в лицо напрямую отказалась от опеки. Моя свекровь едва не ударила меня, но разговор происходил в общественном месте, и свекор ее остановил. Родители любовницы умоляли меня взять детей, потому что не хотят их терять. Но когда меня назвали эгоисткой, я сорвалась. Я сказала им всем в лицо, что единственные эгоисты в этой ситуации — это они и их дети. Мой муж за измену и ад, который он создал во время развода, их дочь за связь с женатым мужчиной вдвое старше ее. Я предупредила, что при дальнейшем контакте подаем заявление о запрете на приближение. Также я сообщила свекрам, что они не будут видеть моих дочерей в обозримом будущем. Причина проста. Я узнала от дочерей, что свекры говорили им готовиться к переводу в государственную школу, к работе сразу после школы и тому, что им придется делить комнаты, потому что младенцы важнее. Это недопустимо категорически. Мы с девочками решили переделать кабинет мужа в игровую комнату. Я уберу некоторые фотографии и сложу их в альбомы. Мы хотим, чтобы дом снова был нашим. Юридическое обновление. Я поговорила с адвокатом. Без ДНК-теста у мальчиков нет прав на наследство. Даже с тестом претензии возможны только к родителям моего мужа. Общий счет и дом — это моя собственность. Деньги я направлю на образование дочерей. Я не обязана обеспечивать детей, которых мой муж заделал вне брака со своей любовницей. Последнее обновление. Мальчиков забрала служба опеки и временно разместила в приемной системе. После этого мои свекры и моя мать устроили целый скандал у меня на работе. Позже выяснилось, что мои данные ошибочно передали в СПС как потенциального приемного родителя. Ситуацию быстро исправили. Для тех, кто на канале впервые, CPS — это в США служба по надзору за детьми. Служба, которая полностью занимается детьми, их правами. Именно они изымают из семей детей, и именно они занимаются такими брошенками и пристройством их в другие семьи или определением в детский дом, аналоги детского дома. Такое вот все. Теперь свекры подали в суд за права бабушек и дедушек и требуют опеки не только над близнецами, но и над моими дочерьми. Мы уверены, что они хотят просто переложить уход за младенцами на моих девочек. Этого не будет никогда. Я начинаю терапию. Старшая дочь снова говорит о колледже. Мы не обсуждали пока что смерть отца. Я не ходила даже на его могилу. На надгробии написано вроде как «любящий муж и отец». И я собираюсь эту ерунду стереть. Я оплатила все сама и имею на это полное право. Я не жалею ни секунды о своем решении не усыновлять этих детей. И прошу больше мне не писать ни в личные сообщения, ни с обвинениями в комментарии. Реддитор пишет: «Ты не чудак, а вот твоя мать еще как». Реддитор пишет: «Ты не чудак, а вот твоя мать еще как. Не чувствуй себя виноватой. Делай то, что лучше для тебя и твоих детей. К сожалению, все это последствия поступков твоего бывшего. Родители любовницы обязаны как-то с этим справляться. Какие бы проблемы у них не были из-за того, что они не могут заботиться о детях долгосрочно. Это не твоя проблема. Если тетя готова взять детей, пусть отправляют их за границу. То есть сестра твоего бывшего не хочет брать их, хотя они кровная родня. Показательно. Даже если она и child free. А то, что твои бывшие свекры хотят, чтобы ты их взяла, и родители любовницы тоже хотят, чтобы ты их взяла. Человек, который им вообще не родственник, который никто и точно будет их ненавидеть, это просто безумие. Кого вообще волнует, что думают эти люди? Судя по тому, что ты написала, твой бывший сделал бы твою жизнь адом. И его родители, скорее всего, знали, что он делает. И им было плевать, как это отразится на тебе и твоих детях. Авторша отвечает: это, если быть точной, тетя моего бывшего. То есть это двоюродная бабушка этих малышей. Она неплохой человек, но она никогда не выходила замуж и не любит детей.
и никогда их не имела. Ей также уже за 60. Другой реддитор пишет. Все взрослые, которые требуют, чтобы ты взяла детей, сами могут изменить свою жизнь и взять их. Раз они это не делают, значит ведут себя жестоко. Далее. Почему вообще система приемной опеки тебя этим беспокоит? У тебя не должно быть к этим детям никакого юридического отношения. Ты им никто, даже не родственница. Твои дочери четко обозначили свои чувства. Ты обязана в первую очередь заботиться о них. Здесь будет много эмоций, которые будут накатывать волнами. Возможно, стоит подумать о терапии. Смерть родителей – это всегда тяжело, а здесь еще и дополнительные сложности. Что касается денег, пожалуйста, не передавай их просто так кому-то на руки. Эти средства должны быть оформлены в траст, целевой фонд для детей. Если ты в США, система социального обеспечения должна выплачивать пособие всем его детям после смерти родителя. Ты не виновата. Защищай свое спокойствие. Авторша отвечает. О, система приемной опеки меня не беспокоит. Даже социальный работник, который ведет это дело, посмотрел косо, когда мои свекры вызвались от моего имени, предлагая меня в качестве усыновителя. Этот же реддитор отвечает. Сколько лет вашим свекрам? Знали ли они, что их дочь была с вашим мужем? Мне очень жаль все, что с вами произошло. Надеюсь, что все скоро разрешится мирно. Авторша отвечает. Мои свекры знали, и от этого было еще больнее. Никаких извинений они не принесли. Все, как ни в чем не бывало. Им обоим уже далеко за 70. Ее родителям должно быть за 40. Я плохо их знаю. Дети родились в марте, так что им сейчас по 6 месяцев. Кто-то писал ей, что она мудачка, кто-то нет. В сумме этот пост набрал 4500 комментариев. Так что я вряд ли найду какое-то общее мнение. И там нету такого там какого-то бота, который анализирует все эти комментарии, или я его просто не нашел. Поэтому, я просто составлю свое мнение. Знаете, насколько бы я не топил за детей, за их права и все такое, но когда я анализирую действия героев истории, я всегда ставлю себя в эту ситуацию. Да, я в такой ситуации бы никогда не оказался, но я все равно ставлю себя на ее место. Я считаю, что она не чудачка, и я бы на ее месте поступил точно так же. Эти дети, они ходячее напоминание о предательстве и о том аду, который и ее бывший ее окунул. Если бы он был хороший человек, хорошо с ней расстался и как-то постарался бы загладить свою вину, а потом раз и умер. Тут был бы какой-то моральный аспект, но тоже очень спорно в этом случае, очень спорно. А здесь, по-моему, все очевидно. А свекры, просто ублюдки. Что одни, что вторые. Что ее мать. В общем, читаем дальше. Тут есть апдейт. Обновление. Всем привет. Некоторые просили обновлений. И, если честно, до сегодняшнего дня их не было. Для начала скажу, двоюродные родственники со стороны моего бывшего мужа забрали мальчиков к себе. Я их знаю, они замечательные люди, и я уверена, что они дадут близнецам хорошую жизнь. Новые приемные родители, назовем их Мэтт и Ким, поговорили с моими дочерьми и сказали, что если те когда-нибудь захотят связаться со своими сводными братьями, им достаточно просто позвонить. В противном случае они могут воспринимать их просто как дальних кузенов. Мои девочки поблагодарили их, но сказали, что сейчас не хотят отношений брат-сестра. А вот как кузены, возможно, когда-нибудь со временем. Я предложила им деньги с общего счета, так как они семья, но они отказались, сказав, что им это не нужно. Ким даже настаивала, чтобы я потратила эти деньги на отпуск для себя и девочек. По ее словам, я выгляжу как живой мертвец. Они также очень жестко обозначили границы с моими бывшими свекрами и родителями любовницы моего мужа. Тем разрешено видеть мальчиков, но они не будут считаться бабушками и дедушками. Это вызвало большой скандал со стороны родителей любовницы, после чего Мэтт и Ким
полностью прекратили с ними контакт. Опять звучали угрозы подать в суд за права бабушек и дедушек, но это ни к чему не привело. Именно так я и узнала, почему родители любовницы не могли взять мальчиков на постоянной основе. Отец ранее судим по делу о насилии. Я не буду вдаваться в детали из уважения, но если то, что рассказали Мэтт и Ким, правда, то я рада, что мальчики не будут расти с таким человеком в качестве примера. Единственная причина, по которой его жена получила временную опеку, это внезапная смерть родителей и процесс поиска родственников для постоянного устройства детей. Чтобы получить постоянную опеку, ей пришлось бы жить отдельно от мужа, а она на это не согласилась. Мои бывшие свекры поняли, что угрозы не работают, и согласились быть двоюродными дядями. Ну и ладно. Теперь они хотят, чтобы я разрешила им жить со мной и девочками, так как они недавно покинули дом с уходом, а новое место пока недоступно, длинная очередь ожидания. В прошлый раз они попали туда только потому, что мы с бывшим мужем оплатили проживание сразу на 5 лет вперед. У них оставалось еще 2 оплаченных года. И я собиралась продолжить оплату. После всего, что они сделали мне и моим дочерям, я скорее сожгу эти деньги на гриле, чем потрачу хотя бы $1 на них. Я понимаю, что они хотят, чтобы мы с девочками стали их опекунами. Я даже рассматривать это не буду. У моих дочерей своя жизнь и свой путь. И если честно, я сама хочу подумать о том, чтобы встретить кого-то нового. Да, возможно, это звучит так, будто я двигаюсь дальше слишком быстро. Но я начала этот процесс еще тогда, когда узнала об измене. Я не считаю, что мой бывший заслуживает моего траура. Наши отношения я уже оплакала. Забавно, но именно так сказала моя старшая дочь. Она даже поощряет меня выходить в люди, знакомиться и ходить на свидания. У нас все еще идет судебное дело о правах бабушек и дедушек и несколько других вопросов. Я обновлю информацию, когда будет что рассказать. Но мне хотелось сообщить главное. Мальчики в безопасности и вместе. Обновлением. На этой неделе у нас была медиация по делу о правах бабушек и дедушек. Это делается, чтобы не перегружать судью, хотя я знал, что ни к чему это вообще не приведет. Требования моих бывших свекров были такими: либо девочки должны быть под их опекой, либо проводить с ними будни, а выходные со мной. Даже назначенный судом медиатор сказал им, что их ожидания просто далеки от реальности. Мы с адвокатом предложили только одно и не собирались торговаться. Они смогут видеть моих дочерей только тогда и если сами девочки этого захотят. Медиатор сначала посчитал это несправедливым. И тут всплыл важный момент. Свекры заявили медиатору, что моим дочерям 6 и 4 года. На целое десятилетие младше, чем на самом деле. Я предоставила свидетельство о рождении и показала фотографии девочек. Медиатор покачал головой и сказал, что не может помочь в этом деле. Мои дочери слишком взрослые, чтобы вообще рассматривать права бабушек и дедушек. Он направит рекомендацию закрыть дело о правах бабушек и дедушек. Но дело об опеке все равно продолжится, так как мы со свекрами не согласны. Я категорически отказываюсь передать им какой-либо юридический контроль над моими дочерьми. Теперь они еще и требуют, чтобы я назначила их опекунами девочек в случае моей смерти. Нет. Из странных новостей я встретилась с сестрой любовницы моего бывшего мужа. Она принесла мне вещи, которые, как она знала, были у меня украдены. Это вещи, которые должны были храниться на складе. Мое свадебное платье, старая шкатулка с фотографией моих бабушки и дедушки, несколько дорогих пальто, обувь и, что больше всего меня напугало, копии моих личных документов, паспорт, удостоверение личности и так далее. Сестра сказала, что наводила порядок в их доме и нашла мои вещи, а адрес увидела в документах. Она была вежлива и извинилась за своих родителей и за свою сестру. Я спросила, почему она отказалась брать близнецов, и она ответила, что устала быть планом Б для своей семьи. Больше она ничего не сказала, а я не стала расспрашивать. Она поняла, что вещи мои, потому что любовница хвасталась, что бывший муж якобы подарил ей все это. Кроме документов. С документами она сама не понимает, что происходило, но не хотела иметь никакого отношения к краже личности. Некоторые вещи, которые она принесла, были не мои. Я об этом сказала и оставила только свое. Я сказала адвокату про документы, и он помог мне заморозить кредитную историю. Я оформляю новые документы и паспорта. Мы также сообщили о возможной краже личности в полицию, чтобы
чтобы был официальный отчет на случай, если мои данные использовали незаконно или против меня. Я не знала, что можно подать заявление, даже если человек мертв. Но, как оказалось, такое случается чаще, чем кажется. Нет, это не приведет к посмертному обвинению, это просто защита. И напоследок, немного иронии. Я собираюсь сжечь свадебное платье и жарить маршмеллоу на костре. Мелочно? Да. Мы досмотрели до места, где я хочу сказать огромное спасибо моим дорогим спонсорам. Вы у меня самые лучшие на свете. Спасибо, что поддерживаете меня в такое нелегкое время. Ваши ники, ваши имена, фамилии. И как бы вы ни подписались, все будет здесь и все будет отражено здесь. Это также возможность участвовать в ролике дальше. Когда вас будет становиться больше, я буду думать какие-нибудь для вас ивенты классные. Поддержать также можно по ссылкам в описании, по ссылкам в комментариях, по комментариям, по лайкам, по дизлайкам и даже по подписке тоже можно поддержать. А мы будем смотреть, слушать историю дальше. Продолжаем читать истории этой авторши. Сегодня у нас все только от нее. Моя мать позорит меня с тех пор, как я вышла замуж, а теперь пытается выдать замуж моих несовершеннолетних детей. Я не могу поверить, что мне вообще пришлось писать пост о собственной матери. Но вот мы здесь. Мне 45 лет, я женщина, и моей матери ей 71. Сложные отношения. Моя мать женщина старой закалки, традиционная жена. Она была домохозяйкой всю жизнь, никогда не работала вне дома. Родила гораздо больше детей, чем, на мой взгляд, вообще следовало. 7 девочек и 6 мальчиков. Она родом из Гватемалы и переехала в США в 14 лет. Здесь вышла замуж за моего отца. Здесь родила детей и старалась привить нам старые ценности, с чем она, честно говоря, полностью провалилась. Большинство моих братьев и сестер держатся от нее как можно дальше. 2 из них, к сожалению, умерли, а я единственный, кто остался рядом, чтобы заботиться о родителях. А после смерти отца я взяла на себя все счета матери, чтобы она могла жить спокойно. Она всегда была драматичной и изматывающей, особенно когда дело касалось моего брака. Она баловала моего мужа, всегда вставала на его сторону. Я хотела только одного ребенка, но муж хотел столько детей, сколько вообще возможно биологически рожать. Хотя до брака говорил, что тоже хочет всего одного. Моя мать помогла ему саботировать мою контрацепцию, из-за чего я забеременела младшей дочерью. Я не жалею о младшей, но после ее рождения я тайно перевязала маточные трубы. Мать постоянно унижала меня за то, что я неполноценная, потому что родила всего 2. Это не считая упреков за то, что я поздно вышла замуж. Я вышла в 22, а она в 16. Моему мужу было 49, когда он недавно погиб в автокатастрофе. У нас 2 дочери, 14 и 16 лет. Также выяснилось, что с 2020 года у него был роман с девушкой на 20 лет младше его. Когда она умерла, ей было 24. В начале этого года у них родились близнецы, мальчики, которые, к счастью, выжили в аварии. Первыми об измене узнали мои дочери. Отец отвел их в больницу познакомиться с младенцами и велел держать это в секрете от меня. Они рассказали мне сразу же, после чего мой муж стал жестоко обращаться с ними, ну и со мной. Мы были в процессе развода, когда он умер. Когда вскрылась измена, моя мать обвинила в этом меня. Сказала, что это потому, что я работающая женщина и не удовлетворяла как следует мужа. Что я родила ему слишком мало детей. Что я больше некрасивая. Я не считаю себя супермоделью, но, по-моему, для своего возраста я выгляжу хорошо. Я слежу за своим весом и выгляжу моложе своих лет. Но нет. По мнению моей матери, я была недостаточно хороша для мужа, которому понадобилась девушка ближе по возрасту к нашим дочерям, чем к нему самому. Она также была среди тех, кто злился на меня, когда я отказывалась усыновить детей от его измены. Теперь у нее новая безумная идея. Она пытается найти мужей моим дочерям, в основном старшей дочери. Это началось на этой неделе, когда старшая дочь совершила каминг-аут. Я догадывалась об этом и рада, что в этом хаосе она все равно почувствовала себя в безопасности и рассказала мне и сестре о своей ориентации. Дочь также решила рассказать и бабушке. Моя мать просто бросила трубку, а потом позвонила мне с криками о том, как моя дочь больна и что она просто сбита с толку.
Она прислала мне ссылки на конверсионные лагеря психологов, так называемых, утверждающих, что гомосексуальность — это болезнь, политические статьи и прочий бред. Она даже хотела провести обряд экзорцизма. Я сказала ей прекратить все это, иначе она будет полностью исключена из нашей жизни. Она прекратила ровно на 24 часа. Затем я получила сообщение в Facebook от мужчины лет 20 с лишним, который спрашивал, правда ли, что я ищу мужа для своей 16-летней дочери. Я сказала ему, что он больной, раз мне пишет такое, и заблокировала. За ночь пришло еще 6 таких сообщений. Потом позвонила моя мать и заявила, что нашла женихов для моих девочек, для школьниц. Сказать, что я была в ярости, это, наверное, ничего не сказать. Она даже дала этим мужикам номера телефонов моих дочерей. Завтра мы все меняем номера. Социальные сети девочек перевели в приватный режим. Я не знаю, какая часть мозга у этой недоразвитой женщины сломана. Я заставила девочек заблокировать бабушку везде, где только можно, и прекратила оплачивать любые ее нужды. Я понимаю, что нужно обращаться в полицию. Я просто никогда не думала, что мне придется вызывать полицию на собственную мать. Всего 2 недели назад мне пришлось разорвать контакт со свекрами. Я просто вымотана. И, пожалуйста, не думайте, что это нормальная латиноамериканская традиция. Нет, это не так. Мои тети замечательные женщины, многие из них тоже домохозяйки. Они полностью на моей стороне, поддерживают разрыв с матерью и обращение в полицию. Они даже предложили нам с дочерьми переехать ближе к ним в другой штат. Это не культура, это моя мать просто чеканулась, сошла с ума. Небольшое обновление. Сегодня мы были в полиции. Они приняли всю информацию. Офицер был потрясающий и сразу помог моему адвокату со всеми необходимыми процедурами для временного запретительного ордера. Мы подадим его на этой неделе и, надеюсь, получим в течение месяца. Потом будем добиваться постоянного ордера. Он будет касаться моей матери и любых третьих лиц, действующих от ее имени. Офицер также предложил проверять наш дом минимум раз в день. Школу уведомили о ситуации, а один из моих братьев переедет жить к нам, пока мы не решим, если и куда будем переезжать. Я не могу просто сорваться и уехать, у меня работа, а девочки прям посреди учебного года. Пока что мы в безопасности, и у девочек новые номера телефонов. Обновление. Сегодня появились хорошие новости по поводу моей матери. С ноября 2024 года она будет полностью обеспечивать себя сама. Также в отношении нее идет расследование из-за того, что она пыталась сделать с моими дочерьми. И было возобновлено старое расследование по семейному делу, о котором я пока что не могу говорить. Из-за обвинений, связанных с матерью, мы можем получить ускоренное рассмотрение запретительного ордера, так как замешаны несовершеннолетние. Надеюсь, что так и будет. Ордер также ограничит контакты некоторых других людей, в том числе бывших свекров. И еще одна новость. После разговора с дочерьми мы втроем поняли, что нам больше не нравится наш дом. Мне грустно, потому что это дом моего детства и подарок от моего отца. Но в нем слишком много тяжелых воспоминаний. Мне кажется, что призрак измены мужа просто повсюду. Девочкам не нравится, что мы живем близко к бабушке и дедушке. Брат, который сейчас живет с нами, прямо сказал, что дом не стоит такого стресса. Поэтому, как бы ни было больно, я планирую сделать ремонт и либо продать его, либо сдавать в аренду. Дом огромный, 9 спален, нам столько точно не нужно. Я буду счастлива с половиной этого пространства. Брат останется жить с нами и после переезда. Не знаю, навсегда ли, но он отличная поддержка для старшей дочери в вопросах ЛГБТ. Я знаю только базовые вещи, а он гей и совершил каминг-аут почти 30 лет назад. Он очень помогает советами и ресурсами, особенно после выходки моей матери. Младшая дочь тоже чувствует себя лучше. Она снова разговаривает, как обычно, и меньше боится выходить одна из дома. Она очень воодушевлена идеей искать новый дом и мечтает об идеальном дворе. Посмотрим, что найдем. На работе мне предложили перевод в другой штат и даже международный перевод, но это, скорее всего, нет. Новый старт нам точно пойдет на пользу. Это все. Не столько обновления, сколько решения, к которым я пришла после советов здесь и разговоров с близкими. С ноября я официально перестаю признавать существование моей матери.
Для меня мои родители умерли после смерти моего отца. Обновление номер 2. Небольшое обновление, мы в порядке. Я все еще не могу делиться многими деталями, но у нас наконец-то назначена дата суда по запретительному ордеру. Это заняло больше времени, чем я ожидала, но в целом все относительно спокойно. Я расскажу больше, когда смогу это сделать. Ну и последний пост от этой авторши. Он написан спустя полгода от последнего ее поста и всего-навсего год назад, может даже чуть меньше. Моя бывшая свекровь прислала своих церковных подруг, чтобы травить меня и моих дочерей. В ответ я раскрыла ее семейные тайны в церковной общине, и теперь ее стыдят и фактически изгоняют из церкви. Мне 46 лет. Моим дочерям 17 и 15. У них напряженные отношения с родителями моего покойного бывшего мужа. 78 лет и 80. Мой бывший муж погиб в аварии в прошлом году. И с тех пор у нас было много семейной драмы из-за его измены. И того, что от его романа с другой женщиной осталось 2 мальчиков, ставших сиротами. Она тоже погибла. Часть конфликта – попытки бывших свекров получить опеку над моими дочерьми и их желание переехать жить к нам. По первому мы идем в суд, второе не произойдет никогда. Там, где мы живем, по выходным проходит фермерский рынок с овощами, яйцами, мясом и другими продуктами напрямую от фермеров. В этот раз рынок был особенно важен, потому что это была неделя дня рождения младшей дочери. Так как вечеринка будет позже, я дала ей бюджет и отпустила гулять по рынку, чтобы она купила все, что захочет. В основном шоколад и сладости. Через час я начала волноваться, и как раз перед тем, как позвонить ей, она сама мне позвонила. Она плакала и говорила, что какие-то странные люди загнали ее в угол. Я со старшей дочерью побежала к ней и увидела 6 пожилых женщин, которые отчитывали мою младшую за то, что она не христианка, потому что не хочет общаться с бабушкой и дедушкой по отцу и не хочет быть хорошей старшей сестрой для бедных осиротевших братиков. И именно мои дочери первыми узнали об измене отца и о младенцах, поэтому у них к этим детям очень тяжелые чувства. Это травма, и они работают из-за нее с психотерапевтом. Я встала между женщинами и дочерью и сказала старшей пойти оплатить покупки младшей и идти к машине. Затем я повернулась к женщинам, некоторых из которых я знала еще по церкви моих бывших свекров, и жестко их отчитала. Они заявили, что я еще хуже, потому что отказалась подчиняться бывшим свекрам, как подобает хорошей христианке. Меня чуть не стошнило на них. В итоге крики стали слишком громкими, и нас всех попросили покинуть рынок. Я добралась до машины, женщины шли за мной, как стервятники, но мы уехали. После того, как девочки легли спать, я написала одному человеку из той церкви, с которым у меня были нормальные отношения. Я сказала, что случилось. Он извинился и объяснил, что происходит. Оказалось, моя бывшая свекровь выложила огромный пост в церковный Facebook аккаунт о том, какие мы с дочерьми ужасные люди, как мы якобы оставляем их без дома и денег, хотя они унаследовали личный счет моего бывшего и его страховку, как мои дочери с ними не общаются. Они также обвинили нас в том, что из-за нас они потеряли внуков. Мальчики сейчас живут у дальних родственников моего бывшего мужа. В общем, слезливая история уровня фильма «Hallmark». Короче, это кинокомпания Hallmark. Кинокомпания, специализирующаяся на добрых семейных мелодрамах, рождественских фильмах и таких вот всяких там уютных детективчиков. Я вот смотрю обложки и не узнаю вообще ни один фильм. Я их, наверное, вообще ни один фильм их и не видел. Все их фильмы начала 2000-х, но вот есть и 2020 года фильм «Рождество под звездами», там «Бойфренд на Рождество», «Снежная королева», «Это всегда был ты», «Любовь приходит тихо», «Добрая ведьма», «Любовь по-настоящему», «Клеопатра», «Лев зимой», «Волшебник Земногорья». Короче, я вообще впервые слышу об этих фильмах. И, конечно, самые радикальные прихожане завалили их поддержкой. Эта церковь и ее члены довольно неприятны, особенно
они неприятны по темам ЛГБТ. Но есть один момент. Они невероятно строго относятся к изменам. Это абсолютное табу, независимо от пола. Так как же она обвинила меня в детях от измены, не признав саму измену? Она заявила, что та женщина была нашей суррогатной матерью, потому что я не могла больше иметь детей. Потом сказала, что я не хочу младенцев, потому что они мальчики. И это было омерзительно. Я решила, что пора внести щепотку ясности в ее историю для остальных прихожан. Так как я была в процессе развода, когда мой муж бывший умер, у меня были все доказательства измены. А поскольку развод не был завершен, у меня не было юридических последствий за обнародование этих материалов. На следующий день, когда я была свободна, я пошла в копицентр и распечатала абсолютно все. Фотографии измены моего бывшего, его переписочки с его любовницей, сообщения с его родителями, где он признается в измене и получает от них поддержку, переписку, где свекры травят меня из-за развода, и мой главный удар – письма и сообщения, где они издеваются над моими дочерьми из-за их братиков. В одном из сообщений они называют моих дочерей бастардами и ублюдками и говорят, что это их вина, что отец умер, потому что они рассказали мне об измене, и я начала развод. Это было буквально через 2 дня после смерти моего бывшего. Я заплатила дополнительно, чтобы все было напечатано на красивой, качественной бумаге. Потом несколько часов дома я делала аккуратно оформленные папки. Они выглядели как церковные песенники. На первой странице фотография моего бывшего и его любовницы, целующихся в нашей гостиной. Лица отчетливо видны, и она совсем не похожа на меня. Другой цвет кожи и цвет волос, типаж. Под фото я написала «История любви», имя моего мужа и имя любовницы. Я отнесла папки в церковь перед службой. Там есть столик с песенниками для тех, кто забыл свои, а их никто не проверяет. Слухи разлетелись быстро и жестко. В Facebook такие слова в адрес моего бывшего и его любовницы писали, что пастору пришлось вмешаться, чтобы все не вышло за рамки закона. Люди были в ярости из-за того, как мои свекры обращались с моими дочерьми. Больше всего меня рассмешило то, что, по мнению церкви, я все равно была виновата в разводе. Но понятно, что после такого шока я могла не справиться со своими обязанностями. И, возможно, однажды я вернусь к свету Господа, в отличие от моего изменяющего мужа и его Иезавели. Они использовали еще одно слово, которое я здесь не могу написать. Я получила 2 письма с извинениями для моих дочек и приглашение вступить в церковь ради поддержки. А что мои бывшие свекры? Их настолько сильно пристыдили, что они ушли из церкви. Моя бывшая свекровь написала у себя на странице, как она чувствует себя отвергнутой, как всем плевать на пожилых людей. И как она хотела бы, чтобы ее прекрасный сын был жив, потому что он бы позаботился о своей мамочке и папуле. На какие деньги, не знаю, ведь кормильцем-то в семье была я. Небольшое пояснение по завещанию. У моего мужа было завещание, где бенефициарами были указаны его родители. Насколько я знала, он говорил мне, что вписал туда наших дочерей, а не их. Я никогда не настаивала, чтобы бенефициаром была я, потому что в моем собственном завещании бенефициары дочери, а не он. Мне все понравилось. Просто развалила и уничтожила. Я сомневаюсь, что история выдуманная, потому что слишком много повторяющихся деталей, и они там написаны там с шагом в полгода, в несколько месяцев. Последняя вон вообще практически год назад была написана, а первый пост то ли 2, то ли 3 года, я уже не помню, назад написан был. Женщине вообще респектули, молочага. Ну, а свекрам позор, тен-делен-делен. Позор, ну и провести по улицам Королевской гавани, бросаясь разным мусором в них. Ну и подстричь, конечно же, ну если есть там какие-то волосы. А если нет, то побрить. Вот. А если на голове нет, то во всех остальных местах тоже.
Все-таки их же разденут, а Галика будут вести там. Ой, господи. Так, я сейчас договорюсь. Так, на канале еще хватает истории об изменах и о мести. И буду готовить для вас дальше новые ролики, новые истории.